Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики. Я собираюсь по делам. Вот надо сходить в точку, закупиться. Ну, как закупиться? В основном все есть. Позаканчивались приправы, там соус, майонез, такое, знаете, горчицу надо купить. И, в общем, схожу, потом сниму, покажу, что купила. У нас на улице очень прохладно. Никак весна не вступит в свои права. Вот, мрачно. После того града, что я тогда вам показывала, пару дней постояла немножко, более-менее теплая погода. И сейчас опять прохладно и моросит дождь. В общем, не знаю, может быть, к Пасхе распогодится уже, будем надеяться. Что, моя курочка? Кто пришел? Кто пришел? Кто пришел? Ты выспалась? Выспалась. Пока я в магазин ходила, ты выспалась. Ну, пойдем покажем, что я купила. Пойдем распаковочку сделаем, да? Распаковочку. Так, я уже дома. Сейчас покажу, что купила. Купила, в принципе, немного. На рынке была и в точке. Сейчас покажу, что на рынке взяла. Взяла вот такие вот колбаски. Сейчас покажу. Вот потолще. Вот такая. Вот видите, курица со свининой. И вот такие вот тоненькие баварские колбаски индюшинные. Вот эти вот тоненькие. По 145 гривен килограмм. И те. Вот взяла попробовать, что это такое. Малому с собой на работу. Ну, сама. Взяла горчицу. Взяла пасту. Это 6 гривен. Горчица 15 гривен баночка. Так, взяла соус барбекю со сливовым пюре и медом. Какой-то новый. Такой не брала еще. 25 гривен вот этот пакетик. Но знаете, что заметила? В точке все вот это, и паста, и горчица, и вот эти соусы торчин, все намного дешевле. То есть больше брать на рынке не буду. Вот на рынке вот этот вот соус взяла 25 гривен. В точке посмотрела, он стоит 18,50. Разница довольно-таки ощутимая. Ну, ладно уже. Взяла так взяла, как говорится, да? Так, и на рынке взяла хлеб прибалтийский, вот такой с семечками. Он у нас 22 гривны сейчас стоит. Хороший хлеб, вкусный. Беру его постоянно. И зашла в магазин «Все по 3». Взяла пергамент, у меня закончился, так как в последнее время очень часто стряпать приходится, печь. И фольгу взяла. Фольга 15 гривен, пергамент, ну здесь намотка небольшая, пергамент 5 гривен. И в точку зашла. Тоже по мелочевочке. И по мелочевочке на 100, практически на 150 гривен. Вот 149,50. Тоже сейчас покажу, что взяла. Так. Взяла еще кетчуп к шашлыку. Вот он в точке стоит сегодня по скидке 12,40. Прекрасная цена. Так, что еще? Закончился у меня какао-порошок. Взяла вот такой вот. Первый раз беру от этой фирмы Кристалл. 100 грамм здесь. И стоит такое какао 15 гривен. Не знаю, какое по вкусу. Брала раньше другое в пачечках, такое как советское, знаете, раньше было. Вот очень вкусное какао. Взяла вот такие дрожжи. Не знаю, первый раз беру. Не было те, которые постоянно брала. Совмомент, кажется, называется. Ну, вот здесь такие. По цене 6 гривен пачечка. Взяла суп гороховый. Для разнообразия сварю как-то. Давно уже не брала.
фирма тетя Соня. Вот он 12,50, вот этот брикет. Раньше, в советские времена, мама часто нам варила такие супы вот из брикетов. Решила тоже взять, попробовать. Взяла 2 пачки мивины. Не знаю, вот что-то мне захотелось для разнообразия. Может, как-то на завтрак по-быстренькому запарю. Мало у меня не ест мивину, сразу говорю. Так, взяла пасту Прима итальянскую, спагетти. Здесь 400 грамм, сейчас скажу сколько, 16,50 спагетти. Морковка, довольно-таки приемлемая цена, по 5,50. Здесь вот по 7,50. У меня оно потянуло на 5,28. Почти килограмм. Так. Взяла 3 огурчика. Огурцы еще дорогие, по 55 гривен килограмм. Взяла на салат. И взяла 2 помидорки. 2 помидорки. Помидоры по 44,50. Здесь 200 грамм. Вот на 10 гривен. В принципе. Так, и гречка. Гречка фасованная. Фасуют они сами в магазине. Вот. Цена ее 36,50. Здесь чуть больше килограмма. Перед этим брала другой фирмы. Очень плохая гречка в последнее время. Но есть еще, вот смотрите, это 36,50, а есть по 48 гривен. Но там она, да, там отборная, красивая. Но я считаю, что это очень дорого для гречки. Ну, вот это все такие покупки, знаете, ничего такого, в принципе. И мясо чуть-чуть, то есть мясо, в принципе, есть. Курица взяла вот только колбасок поджарить для разнообразия. Ну и мелочевка, видите, в основном приправы, соусы. Такое. Сегодня у нас будет борщ. Мясо уже закипает. Вот. А в мультиварке я уже сделала зажарочку. Тут свекла, морковка, лук, томатной пасты ложечка и немножко уксуса. Все. Осталось покрошить картошку и капуста. Вот здесь. Забросила картошку, уже закипает, и покрошила вот капусту. Все, сейчас буквально минут 40 и борщ будет готов. Все, борщ готов. Добавила немножко зеленушки и уже выключила огонь. Так что будем обедать. Всем приятного аппетита. Кто садится кушать, кто кушает. Ну вот посмотрите на нее. Прицепилась. Отцепляйся. О, отцепилась наконец-то. Боже, думала, вырвет мне клок. Чудик маленький.